Так. Приветствую всех. Что у нас тут? Стрим разрабов сегодня подъехал, говорят. Вот, поэтому мы стримим стрим разрабов, чтобы вы могли смотреть стрим, пока смотрите стрим. Как-то вот так. Вот. Сейчас у нас получается 10 минут до начала стримчанского. Ждем, верим, надеемся, как говорится, что теперь его не перенесут. Вот. Как раз пока надо подзалутать смолу. Всю смолу на аккаунте, что есть. Поэтому сейчас по-быстрому этим займемся. Вот. Ну а так, помимо этого, сегодня Геншина не будет. Сегодня будет у нас стрим Геншина от разрабов. В полной мере. Так, что за дела? Ну-ка, давай уже. Вот. Полноценный стрим будет завтра. Будем лутать все, что есть у нас. У нас тут не закрытые бездны и все дела. Ну, в общем, анонсики все были в дискордике. Так что... заходите, подписывайтесь, если кто еще не подписался. Вот, лутаю сейчас на основе по фулл мору, потому что через 11 дней дропнут у нас юань. И надо будет ее выкачать по фулу прям. Давно я, по-моему, основу уже не стримил, недели две. Если не больше. Вот. Как-то вот так вот. Надеюсь, на стриме у нас действительно что-то интересное нам покажут. Понятно, что будут у нас рераны, будет там юань, будет куки. Вот. А по поводу нового какого-то контента хотелось бы что-то увидеть. Конечно, после такой задержки, то, что они дропают обнову, понятно, что мы там вряд ли сейчас много чего увидим. Но anyway. Ой, блин. Противный чел. С гидро неуязом. Ну ладно. Будем его в венте, значит, забивать. Легенько. Пойдем сейчас все заутаем. И примемся за полноценный стримчанский. Очень даже интересно. Ни разу еще не смотрел его в прямом эфире. Как-то все время не хватало на это. Поэтому такой интересный экспириенс для меня. А чего не засасывает, потому что он просто покс. Можешь себе позволить. Ох уж эти гидрорезисты. Так, даже под минус резистами она хреново пробивается прям. Так, и что у нас еще одна, да, получается? Ну вот, как я, собственно, и говорил. Дело 2 минут. OneTime.js, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Усаживайтесь там поудобнее. Сейчас мы залипнем с вами. На неопределенный срок. Пока Михуё нас не отпустят. Так. Ну и все как бы. С основой на этом. Хочу примагемы. Будут у нас сейчас, да, примагемчики. Будут у нас промокодики. Будет инфа. В принципе, все промокоды буду дропать в чат.
Да, и в принципе вы так их увидите. Anyway. Так что да. Мне интересно, ну, типа, получается у нас еще одна, да, неделя? Ну да, получается у нас еще одна неделя, и во вторник нам дропают обнову. То есть, понятно, поняли, да, как они сделали? Они сделали дроп компенсации каждую среду и дропают обнову во вторник. Вот такие вот у нас ребята на разрабах. Коплю на C2 казах, уже один гарант почти накопил почти. Ну, я думаю, ты успеешь. Сейчас как минимум до июля. То есть еще одну полную обнову, а там еще неизвестно, будет ли казах. А если и будет, то не факт, что в первой половине, так что... Ну, я вот тоже коплю на твинке, на казаха. Там уже, по-моему, более 200 круток. Но это вообще не гарант того, то, что я хотя бы C1 выкручу. Так что такое. Ага, опросик у нас. Ну, потом как-нибудь. Ну, возможно, возможно. Так. О, разлив мастерства нам дропают. Когда? С 21 по 28. О, еще побольше книжечек залутаю к юань. Сюда. Сюда. Так. Да, вот она, вот наша компенсация. Так, что у нас еще? 5 минут. Давайте уже, наверное, на твинка перемещаться не буду. Мы сейчас пойдем чекать стримчанский. Может доутать. Хотя не, я это на книжке оставлю для Ивани. Хочу прям по максимуму заутать. Мало ли, 3 короны хочу сделать. У меня, в принципе, осталось 4 короны. Поэтому такое. Вот, наконец нам разлочат чайник. Будем... Вот это он его перешагнул. Бодирой, здравствуй. Вот это он его перешагнул, вот это я понимаю. Нам дропнут, ну, короче, в чайник. Мы еще с чайника примагемов поимеем. Ну, кто там не все эти заутал. Не все постройки, не все комплекты мебели. Вот, потому что я далеко не все залутал. У меня очень много мебели было не выкуплено до вот этих вот наград по 5000 этих примагемов, хотел сказать, ага, монеток. Пойдем как раз рассаду заберем. И еще, кстати, кто вот жаловался на ивент в чайнике, вы сможете покормить своих ребят, потому что у нас же 31 числа починят чайник, а ивент потом еще неделю продлится, поэтому время есть. Да, я слежу, когда начало, я периодически так альтабаюсь, но пока вообще никакой активности там не происходит. Я думаю, типа, как только пойдет звук, вот и начало. Потому что ссылочка Твича у меня открыта, все есть. Я надеюсь, начало хотя бы будет по часам, а не задержат на месяц. А то как-то некомфортно будет. Блин, сажаю просто все, что есть. Вон, светяшку, давай, морковь сюда. Не знаю, просто всех этих хваляшек и... Английский, ну, такое, английский такое. Но мы постараемся. Знаешь, у меня английский такой, типа... Я бы не сказал, что я свободно разговариваю, но большинство перевести я могу. Особенно из игровой тематики, которая мне очень близка, как бы. Я, кстати, никогда не смотрел у стрим разрабов в прямом эфире. У них там даже субтитров нет, я так понимаю. У них же все на английском чисто, да? Идет. Или там наоборот английские субтитры, а идет все на их родном. Я вот что-то даже ни разу не присутствовал, не знаю, что там будет.
Я всегда смотрел какие-то либо вырезки, либо что-то еще там, какую-то инфу. Уже после стрима, потому что вот он проходит в такое время. Окей, ну сейчас мы будем чекать. Такс. Ну где там наш стримчанский? 2 минуты у нас. По часам. Давайте. Ждем. Так. А, это видос про 2.6 и не холл. Да, в DS промокоды дропну, в чат YouTube тоже дропну. В описании даже, наверное, их закреплю просто. Стоит ли качать юньцзинь? Но сейчас вот идет пора таких автоатакеров, то думаю, да. Она очень под многих подходит. Просто бустит тычки, бустит скорость атаки, поэтому, в принципе, плюс-минус универсальный саппорт, я бы сказал. Плюс ей можно слить все эти арты на защиту, которые у вас с 50 крит массы лежат. XD. Ну, я на самом деле вкачал юнику, я вообще ни разу не пожалел. Но у меня, видишь, у меня ДД Йома, у меня ДД Аята. То есть я такими... Мне как-то больше нравится именно быстрыми ДД играть. Вот этот слоу-мошный весь геймплей от тех же двуручников. Я вот сейчас на Рейзере только играю, на Твинке. Как-то еще терпимо с его ультой. А вот когда без ульты им бьешь, это вообще боль. По приколу города 70-го вкачал, хотя не играю с глиномесов. Понимаю, понимаю. Но, видишь, Гора и Юнька, они диаметрально противоположны. Для Гора тебе нужно как можно больше персонажей геоэлемента, а для Юньки тебе нужно как более разностороннюю пачку. То есть там чем меньше повторяющихся элементов, тем лучше. Поэтому они в одну пачку точно, ну типа, не встанут. Так, у нас время 15:00 по Москве, где стрим? Михуё. Я не знаю, может надо перезагрузить страницу вашу великолепную. Где стрим? Так, вот. Нашли мы стрим. Окей. Так. Сейчас one second. Делаем мы, получается, вот так. И вот так. И, по идее, все у нас должно работать. Да, отлично. По сливам Реран Сяо Ита будет легчайший скип. Понимаю. Ну да, так-то. Полностью согласен. Но я юань буду крутить еще на основе. Видели мое превью? Как можно ее не крутить вообще? Ну что ж, ждем. Ждем. А тут можно у них в настройках как-то включить... Нет, не мини-проигрыватель. Я думал, можно сюда куда-то вывести чат, хотя бы твичевский. Хотя чем там читать в этом чате твичевском? Сообщить об ошибке. 15:00, а стрима нет, вот ошибка. Не в сети, говорят. Понимаете, да? Не в сети, ребята. Так. Закрою-ка я Genshin пока, чтобы у нас вообще не тупил стрим. Минимальную нагрузку сделаю на интернет, а то он у меня любит порофлить надо мной. Заскамили, примагемов не будет, и обновы тоже, и вообще игра закрывается. Типа, спасибо за донейшн. Вот так вот сейчас будет вам. XD.
И сразу такие ЗЗ дропают на вырученные средства. И поехали. На самом деле жду очень ЗЗ. Там, по идее, должен быть какой-то более такой подвижный геймплей. Я не знаю, как это описать. Но не такой стационарный, как здесь. Хотя бы дайте мне, чтобы я мог бить на ходу. То есть одновременно двигаться и бить. И Геншин такой, что? Одновременно двигаться и бить? Ну, в смысле, как во всех адекватных играх. Уже стрим идет? Где он идет? Почему я ничего не вижу? А что я делаю не так? Я не знаю, включить уведомления. Что мне нужно сделать? Так. И... Окей, сейчас мы попробуем немного по-другому. Не то. Ага. И вот так вот ты у меня открываешься. Я тебя понял. Угу. И у нас сразу первые эти идут, да? Окей. Я скипнул трейлер Юань, да? Вот это, вот типа я пришел ради него, чтобы вы понимали. Я не знаю, что было не так, типа. Ну да ладно. Первый промокодич держите в дискордике. Yeah, no kidding. Xiao's voice sounded a little odd in the trailer, so I hope he's okay. Yeah. And it looks like we also И get to see some Юань у more нас. of Lumine А почему не or Куки either, посадили? depending on which twin you chose. And I'm not gonna lie, guys, we have so much stuff to introduce to everyone today. I'm pretty sure that everyone's waiting to see all these new characters and what their new event wishes will be, so Да, let's get да, started with новых that. героев и новые ивенты, давай. In the early part of version 2.7, Итер в our баннере. playable character Yelan will be appearing in her own event wish. At the same time, our old buddy Xiao will also be returning for a rerun in his event wish. In the later part of version 2.7, Arataki Ito That's me. will be making a return alongside his deputy leader, Kooky Shinobu, in his own event wish. Ah, Kooky Shinobu. She's a dreamboat. She can do anything. Also, in terms of weapons, travelers can expect Aqua to see an Simulacrum. all-new weapon banner featuring the new 5-star bow, Aqua Simulacra. And that covers the new event wishes for version 2.7. Next, we have a quick trailer to give us a preview of the Да, first да, of our new долгожданные characters, рераны. Yelan. Как вообще по звуку, скажите? Нормально? Я не сильно громко по сравнению с ними? Ничего я не проскипал, Елань, чего вы меня обманываете? Сделаю вот так по звуку, скажете потом. А, все понял. Hello, traveler. Call me Yelan. О, I think you may господи. need my help, and I just so happen to be interested in some information you have. In other words, you scratch my back, I'll scratch yours. Ой. Cool. I like that dice move. I really like how she turns invisible. It's like my Голос favorite part. классный, кстати, Yeah, в I английской love how озвучке у swift Елань. her movements are. И почему-то такой знакомый. Ooh. And that dash? Yeah, Oh, super cool. totally. That's dope. And what a silky smooth voice. Aw, shucks.
So many of you may already recognize Yelan from when she appeared in the chasm. Her archery skills are pretty impressive. So Laura, would you mind lifting the veil on this mysterious character? Of course. Yelan is the mysterious owner of the Yenshang Tea House in Liyue. Definitely not the first mysterious tea house owner we've met. That's right. Would you look at that? Seems like running a tea house can be a pretty confrontational job in Tibet. Я что-то не так понимаю, или Юань у нас там в каком-то чайном доме? Ну да, который же на пути в Сумеру, да? Она же оттуда вроде. Acting skills to naturally blend into any social setting, pull some strings to guide the course of events, and then poof, disappear before anyone's noticed. Her activities have taken her across the other nations of Teyvat and even to the Abyss. All right, nice. So she also Event travels around песни. Teyvat, like the Traveler. Wait, yeah, but maybe a little more dangerous looking than our traveler? Hey, the Traveler can be dangerous. Well, Sure, Zach. Yelan prefers the thrill of exploring dangerous places and living on the edge a little. Interesting. If you ask me, Yelan is starting to sound more like a special agent type of character. Well, hell, sounds like you are following the clues, Zach. Yelan is actually a special intelligence officer that reports to Ningguang, and she serves as a reliable line of defense in protecting Liyue. Even those on the inside like Ganyu don't know the full extent of Yelan's duties. So in other words, Yelan works under Ningguang? Kinda, but I wouldn't put it quite like that. To Yelan, her relationship with Ningguang isn't about rank, it's more about a collaboration. Ningguang arranges dangerous work, and Yelan brings her the Ой, resulting Юань под intel. Дингуан. Sounds so secretive. Ну да, она I'm защищает curious людей, about это мы how и these так two знали. started working together. Скрытно Yeah, типа me too. работает, все дела. Yeah, И well, Итер, в we'll смысле, just have спросил, to wait она, and see. получается, Юань у нас Speaking of под her work, Нингуан. Yelan keeps tabs on any extraordinary individuals she comes across and puts them on a list. It wouldn't surprise me if we even found нее a же там тоже traveler on какие-то her особые list, отношения. and that she's been keeping a close eye on them. Wait, are you serious? Maybe. Maybe not. Anyway, as someone who works in special intelligence, Yelan is a master of disguise and an expert at seeing through people and understanding what they're thinking. So, if you'd like to see how Yelan operates in tough scenarios and Причем works to ты-то, uncover я the вот и truth, говорю, а где then be sure to Куки? check out her story quest, Нахер нам этот нужен? Perilous Chapter, dropping in version 2.7. Sweet. Okay, so now that we've heard a little bit about Yelan's background, how about we talk about her combat capabilities? Let's do it! Yelan wields a bow and manipulates a hydro vision, and in combat, she's a hydro DPS character that combines rapid attacks with agile mobility. She's an expert at weaving in and out of dangerous Быстрые атаки, situations by мобильность, swiftly moving понятно. across the battlefield and Но rejoining the покраски fray with тычек у нее powerful никакой нет. attacks. She's so есть agile. как Мэнни You know, Дэй she из may нее move особо as не gracefully выйдет. as a flower petal in the wind, but do not cross her. She is a beast. Ну with да, that типа bow. Сяо еще больше подошел, чем это. After a short time out of combat, Yelan will enter a breakthrough state, which will cause her next charged aim shot to have decreased charge time. And once charged, she can fire a breakthrough barb that will deal AoE hydro damage. Yelan's speed becomes quickly apparent in her elemental skill, Lingering Lifeline. Tapping or holding the skill button allows her to move rapidly using her lifeline, marking opponents along Блин, her вот path. When her rapid move идеальный ends, герой the lifeline для, will типа, explode, dealing hydro damage для to того, marked чтобы сделать targets. ей атаки на Yelan ходу. also has a fixed chance to Ну, типа, reset her мем в breakthrough том, то, state что ее based пытаются on the number of преподнести как opponents мобильную. marked. Ooh, cool. So we'd better try to mark a whole crowd of enemies to maximize the damage. Mm-hmm. Her elemental burst, Depth Clarion Dice, deals AoE hydro damage and creates wondrous dice which aid her in battle. The dice follow the character around and will initiate a coordinated attack when your active character uses a normal attack, and each time Yelan's lifeline explodes and hits opponents. With Yelan's passive talent, Adapt with Ease, the active character's damage increases over time while the dice are active.
I'm telling you, do not mess with her. She sounds gnarly. Sounds like she could also fill a solid Не, Ешка support не role, too. дамажит, как и я-то. У Absolutely. нее Yeah. нет покраски Yelan тычек. also has another passive talent called И у нее turn суть в том, control, то, что which под ее causes ультой, Yelan's max во-первых, HP to be типа increased based тычки on the number выпускаются, of во-вторых, elemental обычные types атаки that are активного present in the персонажа party. усиливаются. And finally, because of Yelan's Ну, из-за understanding of пассивки, the вот, Liyue которую сейчас region, рассказали. she gains increased rewards when dispatched on a Liyue expedition for 20 hours. Ah, that makes sense. Of course, even after sharing all this information, Yelan still has a lot of secrets. Travelers will have to spend more time with Yelan on their journey to learn more about her. She'll also be making an appearance in the new Archon Quest Interlude chapter coming in version 2.7. We'll have more details on that shortly, so don't miss it. Nice. And now, I think it's about time we introduce our second new character, Kooky Shinobu. Oh, she's the pride and joy of the А, Arataki вот для чего gang. тут Ито. Рассказать про Second to Куки? Ito, of course. Серьезно? So, А let's see her in посадить Куки, action. рассказать про Куки нельзя? Типа, в чем ваша проблема? А я Тайвань Монокакоми? Тогда уже вместо Какоми Синсю возьми. Чтоб Паята под всем этим приколом просто гидроуроном поливал. А лучше Just let вообще me know if you ever find yourself in a Анема. pinch. I can help you out. дамага больше будет. Из-за раздувки гидростатуса. Oh, Wow. that's a spicy So trailer. cool. Yeah. I love the way she looks, like her color scheme and of course the green hair and the mask. Like she looks super capable. Me too. Yeah, no, I love her design. I love that, like, lightning flowing around her and the swords, the way they go up in the air and go down. Well, you guys can see why she'd be an obvious addition to the Arataki Да, gang. выглядит She's она, just правда, that классно. good. All right, leave the introduction to me, will you? Только что-то я не Only хочу after баннеры getting такой to know крутить ради Shinobu нее. can you really begin to fathom how important she is to the entire Arataki gang. Kooky Shinobu knows how to do almost anything and is constantly rescuing the boss, Ну ты aka пропустил Ito, and Юань fellow gang members полностью from и dangerous трейлер situations. Куки. With her help, the little wandering gang of misfits in Hanamizaka has become a skilled crew capable of taking on any kind of commission. Oh, I think I see who's really Юань running новая things in the машина? gang. So the real question here is, why would someone as competent as Shinobu ever choose to join the Arataki gang? Well, what are you trying to say, Zach? Oh, you know what I'm trying to say. No, I'm not exactly sure, but let's move on. Anyway, we need to track the start of Shinobu's story back to her family. Turns out that her family has traditionally served as shrine maidens to Narukami for who knows how long. So you're saying she went from a strict family of shrine maidens to joining the Arataki gang? Yeah, is that so surprising? That's a pretty big 180. Well, it just goes to show how much she's changed. When she was younger, Shinobu was sent as an understudy to the Grand Narukami Shrine, but after a certain incident, Совчик she started Юань, to doubt блин, whether she was really хорошее suited for the сравнение strict life of a shrine maiden. персонажей. So Shinobu decided to leave the path of her family behind and search for a path of her own. Out of curiosity and personal interest, she took the initiative to learn a variety of crafts and skills, and it wasn't long before she obtained many certificates. So many, in fact, that she can't even fit all her qualifications on a business card. For example, Shinobu even went to study law in Liyue, which is when she met Yenfei. So they know each other. Yenfei has some pretty random acquaintances. Yeah, but Shinobu's had the chance to meet many people along the course of her studies, but because she wanted a free work environment, she's rejected countless work opportunities. She even passed on an opportunity from Kujo Tengu to work in the Tenryo Commission. Wait, they know each other too? Mm-hmm. And guess who she chose to be with? You can guess. Ningguang? It's the Arataki gang! Oh, yeah. Yeah, For that some reason. Guys, I'm so excited. is great. Okay, moving No on. one knows why. Moving on.
All right, if you're interested in learning more Симулятор about Kooky атаки. Shinobu and the Arataki gang, and I know you are, Ничего then не be sure to изменилось. check out Shinobu's very own hangout event in version 2.7. Not only will you get to see a day in the life of the Arataki gang, how exciting is that? But you'll Встреча с ней also get будет. to learn a lot more about Shinobu's past. And that's about all I can say for now. Travelers will have to check out the event to learn more. Okay, we've covered her backstory. Now let's see the Arataki gang's deputy leader kicking some butt in battle. Woo. Kooky Shinobu is a support character who wields a sword and uses her electrovision to both heal teammates and deal continuous damage. Блин, from она off the все-таки battlefield. хиллер. She can do it all. Her unique skills allow her to sacrifice her own HP in combat in order to heal other party members. Ладно, мы It's valiant. That's Genshin so sweet of Community her. мы сделали из чичи Selfless. ДД, поэтому как бы... Generous. When she uses her elemental skill Sanctifying Ring, she sacrifices a certain portion of her HP to create a grass ring of sanctification. Я, кстати, на твинке так встречи не прошел. Там 4 штуки, по-моему, висят. Electro damage to surrounding opponents. After unlocking the passive talent Heart's Repose, her elemental skills healing and damage will be boosted based on Shinobu's elemental mastery. With another passive talent, Breaking Free, when Shinobu's HP is low, her healing bonus is increased. So, travelers will need to monitor her HP when using her skill. You don't want it to be too low, but Блин, у at неё the даже same пассивка на time, хил. lower is also better. Definitely, yes. Shinobu's elemental burst, Gyoe Naru Kamikari Yama Right, creates a special field in front of her that deals continuous electro damage to opponents within it. And it goes without saying that Shinobu is amazing at carrying out expeditions. With the passive talent Protracted Prayers, she gains increased rewards when dispatched on an Inazuma expedition for 20 hours. So she knows how to bring Серьезно? home a debate. Она 20% будет в экспедициях Инадзумы It's давать? very tasty. Let me tell you, man, Ito sure is lucky to have such a capable Походу придется хоть одну выкрутить на баннере Аратаки. Я надеюсь, я Аратаки не выкручу. Super important to her. They are her true family members, regardless of her rebellious nature. Although Shinobu has to bail them out of trouble over and over again, the gang is the only place she feels truly free and at peace. I think it's great that they found each other. Yeah, definitely. Well, I hope everyone is feeling pretty excited for these new characters. Oh boy, we covered a lot there. Yeah, definitely a lot. So, I think it's about time we roll out our next redemption code. Redemption code. Roll out. Давай, the redemption код. code. Пользуйтесь, все дропаю в Discord. Блин, ну чё вот ты здесь делаешь? Кому ты нужен? Вот. Берите его, нормальная же пикча получилась бы. За что так? All right, welcome back, everyone. We're back. Yes. Woo. Next, we will be diving into some of the new events players can expect to see coming their way Опа, in давай version новые 2.7. ивенты. Our first event not only includes our new Archon Quest Interlude chapter, but will also contain a new challenge game mode. The event's called Perilous Trail. The Archon Quest will be featuring a very unique cast of characters as Yenfei, Yelan, Ito, and Shinobu team up with the Traveler when they become stranded deep in the chasm. And it's not long before we also discover that Xiao is also conducting an investigation of his own in the chasm. Investigation, you say? Because there's a lot of history and secrets buried within the chasm, including the story of how the people of Liyue fought off monsters 500 years ago. Yelan has been monitoring this place for quite some time, trying to find out the truth of what happened back then.
It turns out that this piece of history is also related to her origins. The mystery. Mystery. Yeah, the group will also find themselves facing a crisis in the chasm and will have to survive together in what will definitely be a thrilling experience. So from what's been revealed in the previous version, we know that there is a deep connection between the Yakshas and what happened in the chasm. It even seems that our vigilant Yaksha Xiao has some obsession with the area. It'll be interesting to see why he's in the chasm and what he's looking for down there. Travelers will have to follow Xiao's steps to learn more about the history that has been sealed there. As travelers play through the Archon quest, the combat challenge Realms of Guile and War will also gradually become available. Travelers will need to constantly defeat enemies within a challenge domain. Completing 3 challenges will be counted as a round. The first 3 domains will consist of 3 rounds, and the last domain will have 6 rounds. What's unique about this event is that after each round, you have to rearrange your party according to the domain's rules. For example, in the Direcliff Court domain, only one member of the current party can be selected to continue on, while everyone else will enter recuperation mode and will be unable to fight. In another domain, Kaleidoscope Cage, 2 characters will be selected at random and will be unable to continue the fight. О, вот это уже, кстати, что-то интересное. It looks like travelers will need to be prepared Мы типа to будем face каждый раз variety of терять scenarios. рандомное количество Yeah, персов. but I'm sure travelers will come up with some teams Ну and как терять? strategies Мы не to можем handle их the использовать типа challenges. дальше. Still, it sounds like they're gonna Это need to use a интересно. lot of characters. I don't know if everyone's leveled up quite so many. Oh yeah, that's a good point. I know I gotta level up a lot of my characters. So it's important we mention that each of the domains will also have multiple trial characters prepared for travelers to use. Oh. And additionally, travelers may select and equip 3 stratagems per combat round that will provide buffs in battle. Oh, cool. Yeah. Travelers may Блин, consume бафы, stratagem серьезно, ну. shards they've collected in battle to Лучше rebuff врагов бафали. stratagems, or select a previously equipped stratagem for continued use. Нет, Кадзуху не ждем. Stratagem shards may even Ну, в be смысле, used to ждем еще redeploy downed обнову. characters. Как With the минимум. help of all of these supporting Короче, mechanics, travelers can вот бафы confidently сейчас все try the испортили. challenges with И, different возможно, это combinations просто of characters. жалобы Yeah, перекача. and in addition to exchangeable rewards in the event shop, everyone should remember to also collect rewards from the challenge quests on the event page. The rewards will include an event-exclusive 4-star bow called Fading Twilight. Ooh. Fancy. Sounds cool. So you guys have got to check out this event. Oh, I definitely will. All right, our next event is called a Muddy Bazaar Adventure. This one also takes place down in the chasm. That darn mysterious chasm. So mysterious. For reasons unknown, some dark mud-like Серьезно, мы substance всё-таки has ещё come раз с pouring разрабом out будем of the спускаться. caverns and mines of the chasm. And once again, the Sumeru scholar Hosseini has appeared to help us resolve the crisis. In this event, we will have to deal with Хоть какой-то constantly исследователь oozing из dark Сумеру, mud, которому as на well месте as не monsters сидится. that have been strengthened by its effects. Ooh, creepy. Yeah. With the help of Persina Spike, we'll need to clear the mud, weaken and defeat monsters, and let the spike purify the surrounding area while energizing itself. А, мы будем Attacks from защищать monsters will монолит. disable the spike, so travelers must be sure to protect it. Also, when the spike is operating normally, Мемно. using blooming light with a lumenstone adjuvant of a certain level will clear out nearby oozing concretions, granting the spike additional energy and speeding Типа у нас up мобы the с charging резистами будут. process. Oh, heck yeah. Nice. As the event Плюс progresses с вот through этими different вот phases, uses for the spike will чёрной also жижей. change. For example, the spike could release shockwaves at intervals that attack opponents and dispel the buffs that those opponents possess. Also, the challenge objectives will change throughout the event. In some challenges, travelers may have Ну, вот to это да, defeat хотя the бы enemies прикольно. in a Я просто limited amount of испугался, что time, это как с while in экономией others, будет. travelers will have to escort a hot air balloon to its Главное, чтоб- destination while О, clearing out dark mud Просто along the лучшее, way. что можно было In the добавить в last игру. phase of the event, Не travelers хватало will же have to никогда clear нам, да? dark mud and defeat monsters to reach a high score. In this challenge, powerful opponents will appear and travelers may defeat them to earn more points. Travelers will need to be careful of the dark mud as it Бесплатная drains реклама HP Кики. and affects our ability to move. So be Шинхэ в sure to команде. stay safe and make quick work of any enemies you encounter. Я конечно, слышал, что все рофлят постоянно над тем, как они пачки составляют. How I said that Shinobu studied Но- Ron Liyue before? Well, ладно.
О, celebrate her барабан. graduation, we're holding a special event, the almighty Arataki Great and Glorious Drum Along Festival, which, in case you didn't catch that, is going to be another rhythm game event. Yes, rhythm game, rhythm game. Rhythm game, rhythm game. Yep, and we're going to be shaking things up a little from the previous music games. This time, travelers will be receiving a drum, so the game will be changing to a playstyle that is То a есть little на suitable арфе for мы a поиграли, на percussive балалайке It'll поиграли, probably теперь be на best if we барабане just будем show играть. travelers how it works, so let's take a look at how to play. Ну, вот этот ивент с музыкой, он в принципе типа Alright, here we go. классный. Ой, там Юэмия будет. Кадзуха будет. Yes, pro mode. That's the only kind of rhythm game I want to play. Let's go. drum in hand. АСД, JKL. Меньше кнопок, чем в прошлый раз. Вы чё? Get behind that. Okay, so you gotta use two hands. Оу. Но выглядит это, по People крайней мере, do them прикольно. one-handed, but I can't imagine doing that personally. Ну, плюс-минус, типа. For me. We're seeing a lot of single notes, Yep, we got the the taps holds. and we got the You holds. got tippy taps so and that's the good. holds. and then we have the double notes too. You have to hold them down at the same time. Nice. Multitasking. I'm Или really там- loving this. Битбокс от Аратаки. Поехали. Я надеюсь, битбокса не будет у него там? This Осумания какая-то, ну music да. is bopping. I know, right? That's what all the kids say. Но это выглядит потяжелее, чем, типа, прошлые ивенты. Oh, tough, I think they complicated. missed one. Oh, they missed one. No. No, Combo Look at that breaker. combo. double notes. Lots of double notes. I'm like bopping my head to the music. I'm into this. Понимаю. Для чего поплавила нормально там. Ну ладно, это выглядит поинтереснее, чем последняя ОСУ. Ну, ивент в смысле. How fun is that? Тут пишутся Oh, man, that's проценты so fun. выполнения, вы Well, понимаете? considering that travelers might be playing Вау, rhythm они games on a дошли до variety of different этого. devices, the designers have so kindly implemented a lag calibration function. This means travelers can calibrate their device by tapping the screen when they hear the Ну понятно, accented можно самому and будет can музыку adjust типа the делать. decision line until it roughly coincides with the note position they entered. By making these little adjustments, travelers can improve the gameplay experience for each of their individual devices and playing habits. Also, we'll be able to adjust the note falling speed as well as the volume of the button sound when pressed. Additionally, more detail was given to how the system determines whether each note is counted as successfully hit or Громкость missed. регулировать, вы In this понимаете? music game, travelers will have access Наконец-то to all что-то three не для казуалов. difficulties from the very beginning. So, travelers who are more confident in Калибрация their офсета drumming как в ОСУ. skills, such as myself, can clear the higher Понимаю. difficulties and still be able to collect the corresponding rewards for completing the lower difficulties as well. And just wait, I haven't even gotten to the coolest feature yet. Oh. Короче, все из ОСУ, Once да, unlocked, a note скоммуниздили. editor mode will also be unlocked. Oh, cool. Create your own. All right, that is pretty cool. Travelers can freely edit the note positions in these tunes to create their own beat maps of the game's musical scores, which can then be shared with other people. Nice. Of course, in order to share your А вот tunes это with уже others, интересно, you кстати. will first Если be required эта to play the механика song останется и and вне reach a ивента, то будет specific круто. rank to generate the share code. And finally, travelers will also find some special gifts and Ну, я так понимаю, это messages чисто для left by ивента some ты familiar записываешь, friends чтобы at the поделиться с festival. другими So don't и forget to типа check попробуйте those out. пройти, как было с Oh, I know you подземельями, will. когда мы составляли их. Alright, and last but not least, we have another interesting event. The aim of the event? Create Да, a менюшка очень robot. круто выглядит. Bet nobody saw that one coming. That's О, right, чисто travelers will дедовский receive самогонный a аппарат. material collector from a toy merchant from Fontaine. There are a total of 3 processes you must complete. Number 1, source material collection. Выглядит Number как то, что 2, останется позже, я тоже elemental надеюсь. charge. And number 3, core activation. Completing these processes will produce a robotic furnishing that can be placed in the Serenity pot. The robots can have a variety of possible model types and animations, which will be determined by what you do during the 3 processes we just Чего? mentioned. There's even a chance to produce a special furnishing that can perform all 3 animations. Ну, Oh, эта nice. штука по-любому... During the event, Да, travelers will в be able to чайник, claim конечно. a full Я robot просто from понадеялся, custom что эта model штука за vouchers. нами If, начнет say, бегать. you were Но unable to куда там, produce the типа... model you wanted, you can use the trade
Всё. Нет веры в человечество. So, who's excited to make some robots? Yeah, I can't Создать wait to песни see при what Охвент everyone это makes in не this дело event. даже пару дней. And Так that's it не, for the new там, events скорее in всего, version помощник же 2.7. будет, ты будешь по Next, we have some каким-то important system updates and optimizations coming to the примерам game. это делать, я не знаю. First, to help travelers on their adventures, the system designers have added challenge feature tips to the beginning of some high-level material domains. These will include some suggestions on how to quickly defeat the monsters in the domain, which might help travelers find the optimum team or strategy to efficiently clear it. Next, the system designers will be providing some detailed tips to help players Что? train and Подождите. strengthen their characters. When players open the character talents menu, they can use the newly added talent reference button to see Подождите, вот эта вот инфа про домейны, ну, по подземелья. Это сейчас было то, что они повышают шанс дропа, если ты выполняешь вот это вот... А, да? Это просто подсказочка была. Мне почему-то показалось, что это... Ладно. Ooh, cool. So, yeah. That'll make it easier. The talent reference button looks super Я просто подумал, что это convenient. типа Like, it больше seems для like it'd be really картов, если helpful ты for выполняешь players on какие-то the там fence условия who в don't know подземелье. which one to pick. You can see what everybody else Или has, что-то like, типа того. done in the past. Oh, totally. Ну ладно. Anyways, we also have another update regarding the Ну, game's приоритет прокачки, music. это я понял. During version Это 2.7, про we will персов. be releasing a new OST album, Millilith's Watch, which includes all the music composed by the Hoyo Mix team for the new Chasm area. Ooh, sounds cool. My favorite part of any game is the soundtrack, so I'm looking forward to hearing that. Вот саундтреки это достойно. Next, we have a new collaboration to announce to everyone. Genshin Impact will be teaming up with the Funko brand to release a series of Genshin Impact Funko Pops. Whoa! Yeah. The first wave will feature figurines of Paimon. Мне одному кажется, что это выглядит как-то These will be released as никак. Funko Pop Asia bobblehead figures. Travelers who are interested can head to the official Funko website to be notified when the figures are released. Although you have to wait for the figures, you won't have to wait for the next redemption code. Yay! Redemption код. Давай сюда. Сюда, Ластецкий. Я считаю, что саундтрек Леви лучше в игре и лучше уже не бывает. Понял? Подобные фигурки популярны. Ну, в смысле, фигурки персонажей, окей. Но вот, это ж, ну, выглядит так себе, по мне. Или ты имеешь в виду прям такого же дизайна? Да уж, это, конечно, боль. Да, еще. Wow, are we seriously at the end already? For real? That flew by. Yeah, but we actually covered a lot of content we today. definitely. You know, we did cover a lot, didn't we? And Понятно. as usual, I gotta ask you guys, how did you like being on the special program? Super fun. It was great. I love my little chibi. And I'm super excited to have gotten to give Yelan a formal introduction, so that's Yeah. nice. And I'm really excited for people to meet Kooky. Yeah. Oh my gosh, there's so many things coming. Like the rhythm game. The rhythm game? Rhythm game. Yes, and building a robot. I'm excited for the storyline as well to see, course. you know, more of what is happening down there in the chasm. There's a lot going on down there. But yeah, I guess that is it for today's special program. Thanks for watching, everybody, and we'll see y'all next time. Thanks, everyone. Bye. Ну, guys. чё-то как-то странно. Так. Что же? Что же? Я не знаю, какой-то типа
Ну, ивенты классные, по идее. Про сюжет говорилось же, что будет этот... Продолжение сюжетки, как ее? Небесно, как ее? В разломе, во. Будет продолжение сюжетки в разломе, если я правильно понял. Вот. Ивенты классные. Елань, к сожалению, трейлер мы пропустили. Продолжение сюжетки бездны. Продолжение сюжетки бездны не будет. Я вообще вначале где-то услышал Event of Abyss. Event of Abyss. И типа... What? Коллаба для конторы с прибылью в 1,5 миллиарда. Полный фейспалм. Я тоже не знаю, что-то как-то в шоке с этой коллабы их. Как-то непонятная коллаба. Часо. Что-то такое. Блин, короче, ивенты порадовали. Непонятно, почему был Ита, а не Куки. Короче, вот этот их мув сделать Куки в баннере с Ита, чтобы он хоть чуть-чуть продался, это, конечно, похвально. Вот. Ну, короче, что-то хз. Какой-то прям, типа, тотально странная обнова. Понятно, что у них, типа, там они по времени поджаты, но anyway, у них же было что-то заготовлено, они же это сейчас не за 3 недели все сделали. Единственное, светлое бьют на лбу все юани. Понял. Поддерживаю. Светлое пятно всего стрима разрабов. Нет, чат Твича это, конечно, фантастика. То есть тут, ну, мне интересно, тут вообще хоть одно сообщение было, типа буквенное, без смайликов? Это ж типа... Ну ладно. Похоже, что нет. Говорят, 12.1 вернули электроптицу. Кстати, нам не показали обновленную бездну, никакой инфы про это не дали. Но, по-моему, до этого и не было, да? Ни на одном стриме инфы про обновленную бездну. Хотя нет, по-моему, бывало. А, там что только для смайликов? Я не знаю, я просто на Твиче вообще не сижу. Не пользуюсь им, в принципе. Вот. Понял. Тогда ладно. Это. Что я хотел? Ну, бездну не показали. Кто смотрел прошлые стримы разрабов? Бездну же обычно показывают, если я правильно помню, не? То, что, ну, если она обновляется, типа. Или нет? Я просто про бездну всегда узнавал постфактум, типа. Насколько помню, показывали. Ну вот мне почему-то тоже кажется, что было что-то. Ну, должно быть. Это ж типа тоже часть обновы, алло. То есть у нас еще и бездну не обновят. Вы что там? Короче, какой-то бред. Ну, типа, выглядит очень сыро. Понятно, что у них было 3 недели. Но опять же, они пропустили 3 недели, и они, типа, доделывали за 3 недели. То на то и вышло, не? Как вишенка на торте, 2 крутки с халявных гемов. Понимаю, понимаю. Это чисто вот как люди копят на там всяких C2 казахов, да? Две крутки гемов. Нормально, нормально. Это даже меньше, чем 2 крутки, там же 300 всего дали. Кстати, я в начале стрима уже говорил это, но это типа отдельный мем. То, что нам обнову запускают во вторник, а награду за просрочку обновы дают каждую среду. Они, короче, подготовились, они молодцы. И наперед все знали.
2 крутки, только кажется, что мало. Понял. Так, ну чё, на этом будем тогда завершать. Какой-то сыроватый стрим получился от разрабов. Почему-то мне кажется, что типа должно быть больше инфы. Ну, хотя хз. Крутка за круто, еще и блеск почти за каждую десятку дадут кэшбэк. Они запускают обнову, буквально через 2 недели еще обнова. Какая еще обнова? 13 июля обнова, а не июня. Ты чего, Альба? Ты типа это... Слишком хорошо о них думаешь. Ты что думал, там типа за 2 недели у нас 2 баннера пройдет? Они ж ничего не заработают. 13.07 2.8 у нас будет. 0.7 это июнь. Ой, июль. Блять, уже сам. Вот. Так что да. Ну, как обычная обнова, типа 40 дней. Судя по каталисту, который ветер ногами пинает, да. Каталист, который ветер ногами пинает, это вообще отдельный мем. Ну, фактически, каталисты это маги. И не значит, что они должны быть дальнего боя. Типа, существуют же маги ближнего боя, поэтому все. Это, знаете, что мне напомнило? Монах. Как вот в некоторых играх бывает класс такой монах. Вот это оно. Он у нас будет монах, его нельзя будет с персонажами женского пола в пати ставить. Аватар. Да, это Анг. Надо будет его переименовать. Чтобы не это. Ну, короче, как-то так получился у нас стримчанский. В общем, next стрим у нас будет завтра. И, кстати, он будет, скорее всего, в 10 по Москве. Вот. Ну, я начну там проходить бездну на основе. Потом буду проходить бездну всех желающих. Поэтому, в принципе, всех жду. Также будет анонсик. Дам инфу в Дискорде. Вот. В принципе, просидим завтра столько, сколько просидим, но я думаю, не более там условных 4 часов. Сяо 2.0 4-звездочный. Хочу уже побегать за этого монаха. Ну, кстати, да, он интересный будет. Было бы интересно за него побегать. Типа, милик, у которого всегда, типа, тычки покрашены. Вот что интересно даже. То есть у нас же нет ни одного такого персонажа. Потому что всегда покрашены тычки только у каталистов. Это первый милик каталист. Ну, в общем, как-то вот так. Да, конечно, спам не прекращается на Твиче. Там уже, типа, все прошло 10 тысяч лет назад. А они до сих пор продолжают. Ну, собственно, ладно. На этом будем заканчивать. Благодарю всех, кто со мной сегодня это узрел. Я не знаю, типа, стоит ли этому радоваться, но промокодище есть в Дискорде, поэтому хоть чему-то можно порадоваться. Вот. С вами со всеми прощаюсь. Желаю удачных кружечек и хороших критовых артефактов. Мы еще услышимся.